Доброго времени суток. В комментариях меня часто спрашивают, подойдет ли катушка Цуриноя размера 800 или 1000 для ловли спиннингом на мормышку, или все же лучше приобрести катушку размера 500. Это как раз тот случай, когда проще показать наглядно, чем рассказать. И прежде чем отвечу на этот вопрос, определимся сразу, что далее речь пойдет только о катушках Цуриноя и ее гарнитурных разновидностях, которые можно встретить под названиями Пиццефан, Киндом, возможно, есть и другие. Все эти катушки можно обобщить, потому что внутри одного размера они конструктивно одинаковые. Прочих производителей мы здесь обсуждать не будем. Катушками Цуриноя пользуюсь давно, и для себя я определился. Размер 500 использую для ловли спиннингом на мормышку, а катушки размера 800 я использую для микроджига. Катушки размера 800 и 1000 – это у Цуриноя один размер, с той лишь разницей, что шпуля размера 800 имеет меньшую глубину шпули, и соответственно лески она вмещает меньше. Я намотал на катушку Цуриноя FS800 леску диаметром 0,1 мм, потому что для мормышки часто используют нейлоновую леску этого диаметра. Посмотрим на профиль намотки этой катушки. Он получился у нас с заметными провалами по краям шпули. Катушка с такой намоткой лески с большой вероятностью будет скидывать петли. Но это вовсе не означает, что с этой катушкой что-то не так. Просто размер 800 и 1000 не предназначен для использования таких тонких лесок. Для катушки FS800 производитель указал минимальный диаметр лески около 0,13 мм. Если мы намотаем леску этого диаметра, то намотка получится равномерная, без заметных провалов по краям. Теперь рассмотрим профиль намотки лески диаметром 0,1 мм на катушке FS500. Профиль катушки у нас получился относительно ровный. Нужно еще учитывать, что во время рыбалки новая леска смочится водой и немного распределится по шпуле. Профиль намотки станет более равномерным. Также и производитель для катушки размера 500 рекомендует минимальный диаметр лески 0,1 мм. Катушки размера 500 есть в модельном ряду у Цуриноя и Пиццефан, но в любом случае есть из чего выбирать. Про конструктивные недочеты катушек 500 серии я рассказывал в предыдущих видео. Надеюсь, что ответил на этот вопрос, и с размерами катушек мы разобрались. Спасибо вам за внимание и до свидания.